Это проект «Русский через истории» – аудиокурс изучения русского языка по методу сторителлинг. Я Дмитрий Бурбатов, и сегодня я расскажу вам про свои отношения с едой. Смотрите видео несколько раз, используя поочередно английские и русские субтитры. В молодости у меня была идеальная диета. Я ел когда и что хотел. Был стройным и чувствовал себя прекрасно. Мой типичный ужин состоял из жареной картошки с сосисками, сыром, майонезом, 200 граммов водки или виски и сникерса с чаем на десерт. К 25 годам я начал поправляться. А когда мне было 33, мой вес составлял почти 100 килограммов при росте в 183 сантиметра. Игнорировать проблему в зеркале стало невозможным. Я решил взяться за себя. Первым делом я бросил курить и поправился на 10 килограмм. Затем бросил пить и добавил еще 10. С таким весом 120 килограмм я и пришел в спортзал, где начал тренироваться. Местный диетолог посадил меня на низкокалорийную диету в 1500 калорий, разделенных на 6 приемов пищи. Каша на воде утром, полбутерброда с нежирным сыром через пару часов, куриная грудка с салатом на обед, протеиновый коктейль после тренировки и кусок рыбы с овощами на ужин. За полгода я потерял около 40 килограммов и не мог думать ни о чем другом, кроме следующего приема пищи. Периодически я срывался и начинал есть все подряд, пока не набирал килограммов 10. Я делал все правильно. Избегал жирной пищи, потреблял больше клетчатки в виде овощей и фруктов. Но все оканчивалось неконтролируемым обжорством на несколько месяцев. Я пробовал еще несколько разных диет вплоть до полного голодания, пока не пришел к вегетарианству. 2 года я питался исключительно растительной пищей. Вес довольно сильно упал, но в основном за счет мышц. На тренировках я едва справлялся с 70% от прежних тренировочных весов. Надо же чем-то жертвовать, успокаивал я себя. Зато забочусь о планете. Со временем я стал чувствовать себя все хуже. Перепады настроения, апатия, проблемы со здоровьем. Я принимал все необходимые витамины и добавки, но анализ крови показал дефициты многих веществ. Особенно плохими были гормональные тесты. Я вернулся к всеядному питанию, и все наладилось. Но теперь я ударился в другую крайность. Я питаюсь в основном мясом, яйцами, сыром, маслом, сметаной. В общем, жирными продуктами животного происхождения. Избегаю углеводов и промышленной еды. Кроме того, я практикую прерванное голодание. Intermittent fasting. Ем дважды в день. Первый раз в 2 часа дня, второй в 8 вечера. Я живу в таком режиме более 2 лет. Мышцы и сила вернулись. Про проблемы с весом я не задумываюсь и ем столько, сколько хочется. И я чувствую себя прекрасно, как никогда. Может быть, я нашел свой стиль питания? Время покажет. А как едите вы? Если хотите не просто слушать истории, но и осваивать с их помощью русский язык, приглашаю вас прослушать 6-й эпизод нашего курса подкаста «Русский через истории от А до Я». Он посвящен букве «Е» и еде. Из эпизода вы узнаете, сколько едят в России в течение дня, что мы едим на завтрак, на обед и на ужин. Правда ли, что русские пьют алкоголь во время еды? Чем отличается праздничный ужин от обычного? И почему нельзя оставлять еду на тарелке? А в премиум-версии эпизода вас ждет самое важное. Практическая часть, где вы тренируете языковые навыки, понимание на слух и говорение с помощью техник расспрашивания истории, точка зрения и обратный перевод. Переходите по ссылке в описании и продолжим.